Начинаем наш разбор. Сегодня погружаемся в мир ИИ. Точнее, в то, как его видит Марк Цукерберг. У нас тут свежее интервью. Да, источник очень интересный. Поговорим про Llama 4, про стратегию Мета в целом, и про будущее, как они его рисуют. Цель, как обычно, понять главное. Что Мета хочет, как они видят open source, и что там с работой, общением будет. Именно. Выделить ключевые моменты. Окей, начнем с Llama 4. Они выкатили модели, да, Scout и Maverick. Ага. Говорят, фокус на эффективности, на скорости. Мультимодальность тоже. Да, и вроде как у них там очень хорошая отдача на вложенные ресурсы. Но самое такое грандиозное — это Behemoth. 2 триллиона параметров. Больше 2 триллионов, да. Это, конечно, вызов для инфраструктуры. Огромный. И тут, как я понимаю, проявляется их стратегия. Сначала себе, потом в мир. Да, такой подход. Строим то, что нам самим надо, тестируем, а потом уже в open source. Это, конечно, снова поднимает вопрос. Открытый код против закрытого. Цукерберг же признает успехи open source в целом, не только своего. Признает, да. И он говорит об интересной штуке специализации моделей. Одни для сложных задач, для рассуждений, reasoning, а другие для массовых продуктов, где скорость решает. И Мета тоже делает свою Llama 4 для reasoning. Тоже работают над этим, да. Бенчмарки. Он как-то скептически про них. Мол, легко подкрутить результаты. Тут он не лукавит немного. Может, доля правды и есть, сложно сказать. Но его аргумент про реальную пользу для пользователя, он ведь тоже весомый. Meta AI в WhatsApp. 1 миллиард пользователей ежемесячно. Вот именно. Это серьезный довод. Что важнее, цифры в тесте или то, что люди этим реально пользуются? Они, похоже, оптимизируют именно под такое быстрое, естественное взаимодействие. Хорошо, давай к автоматизации. Идея, что ИИ будет сам код писать для ИИ-проектов. Звучит как что-то из будущего. Год-полтора — это реально? Прогноз очень смелый, да. 12-18 месяцев, чтобы ИИ не просто помогал, а прям ставил цель, писал тесты, исправлял баги. Но он сам же говорит, это не вся картина. Есть же и другие факторы. Инфраструктура, ее надо строить, дата-центры, энергия. Люди должны привыкнуть. Законы, регуляторы. Приводит пример с их рекламой. Да. Что идей-то много, как улучшить, а упирается все в мощности для тестирования. Так что взрывного роста, наверное, не будет. Скорее, такой планомерный. А как видится само взаимодействие? Постоянный ассистент в очках, голосовой. Вот именно такое видение. Постоянно и естественно, в течение дня. Голос, очки, контекст. Они даже показывали демо Full Duplex Voice. Это когда говоришь с ИИ без задержек, как с человеком. Персонализация важна. Мультимодальность. Ключевые моменты, да. И важно, что ИИ — это не только про работу. Это и развлечение, и юмор, и контент какой-то новый, интерактивный. А социальные аспекты? Вот этот reward hacking. Что это значит? Боязнь, что ИИ нас обманет? Reward hacking — это когда ИИ находит лазейку, чтобы формально выполнить цель, но совсем не так, как мы ожидали. Классика проблем безопасности AI. Но Цукерберг тут оптимист. Да. Он верит в принцип «люди умны». Мол, сами разберутся, что ценно. И даже видит плюс в борьбе с одиночеством. Говорит, американцы хотят больше друзей, вот ИИ может как-то помочь. И прогноз. Мир станет смешнее и страннее. Интересно. Очень интригующе, да. Давай про работу и геополитику. Мысль, что ИИ увеличит спрос на работников, это как... Обычно же говорят об увольнениях. А логика такая. ИИ забирает рутину. Масштабирует то, что раньше было дорого или невозможно, как в поддержке миллиардов пользователей. Издержки падают. И у компании появляются деньги на новые задачи? Именно. На что-то более сложное, на что раньше не было ресурсов или людей. Открываются новые ниши. Но конкуренция же глобальная. Китай, например. Безусловно, упоминает DeepSeek, китайский, говорит, ограничения на чипы заставляют их сильно вкладываться в оптимизацию под то железо, что есть. И тут вопрос ценностей, да? Чьи ценности будут в моделях? Очень важный момент. Американские, китайские, какие-то еще. Особенно если использовать чужие модели для кодинга, там же могут быть уязвимости. Поэтому важна дистилляция. Перенос знаний в безопасные модели.
Да, безопасные техники переноса знаний из больших моделей в маленькие контролируемые. А лицензия Llama? Условия для гигантов обсуждать смета. Это про контроль. Выглядит как баланс. С одной стороны, да, продвигаем open source. С другой, защищаем свои гигантские инвестиции и хотим понимать, как крупнейшие игроки будут это использовать. Диалог, а не полный запрет. Понятно. То есть подводим итог. Мета двигает свое видение ИИ. Эффективный, вездесущий, мультимодальный, с опорой на open source как на инструмент. Верно. И это видение сулит большие перемены во всем. Работа, общение, культура, даже геополитика. И вот финальный вопрос на подумать, который из всего этого вытекает. Нам обещают мир смешнее и страннее. Как вот это стирание граней между реальным и цифровым миром через ИИ изменит не просто нашу работу или досуг, а саму нашу культуру, юмор, то, как мы общаемся и строим связи?